Привет-привет, с вами Алена. Сегодня будем переделывать те самые ноготки. Помните, огромный череп. Это, кстати говоря, наращивание у нас было на подложку из блесток. И вот вторая наша ленивая рука. Это все есть также на моем YouTube-канале. Ссылочку я вам приложу. Также хотела сказать, что продолжаем подписываться, не забываем ставить лайки и комментировать. Ну а мы начинаем отковыривать вот это вот. Сразу, предвкушая все вопросы, скажу, что в данном случае крепила декор на прозрачный полигель, промазывала это все базой и топом, и, в общем, ничего я туда только не намешала и не залила. Но самое главное, для того, чтобы крупный, в данном случае металлический и стеклянный декор у вас не ездил по ногтю, когда вы его ставите, в идеале полигель. Вот посмотрите, сколько там геля еще на дне осталось. Я отковыряла эту лапку, я, честно говоря, думала, что, может, я ее очищу и смогу использовать еще раз. Она мне так нравилась, но что-то она была не свежа, поэтому я ее все-таки выкинула. Откололи наш черепок и видим остатки бульонок. Бульонками я там просто протыкивала места там свободные, чтобы это все не цеплялось. А так ведет опил на мою камеру себя, представляете? Вот сейчас я опять стряхнула, почему-то опил прилипает прям к серединке объектива моего телефона. Ну, это, видимо, какое-то непонятное явление. В общем, я постоянно стряхиваю. А пылесоса на моем рабочем месте до сих пор, кстати, нет. У меня в салоне стоят пылесосы Космос и Эмиль встраиваемые, а себе я все никак не могу выбрать, потому что мне в Космосе и в Эмиле не нравится то, что они чуть-чуть выпуклые, а мне нужен вровень. И вот вровень я нашла несколько марок пылесосов, и вот сейчас я думаю, которую я закажу. Кстати говоря, если вам есть что мне посоветовать, то я с удовольствием к вам прислушаюсь. Поэтому напишите, кто какими именно встраиваемыми пылесосами пользуется, потому что мне просто настольные неинтересно. Мне нужен встраиваемый и обязательно плоский вровень со столом для того, чтобы снимать для вас мастер-классы. То есть, если у меня там что-то будет на заднем фоне выпирать, мне это будет жутко-жутко неудобно. Ну, или я что-то делаю не так. Ну, а тем временем я уже сняла полностью покрытие на всех ногтях и приступаю к обработке. В данном случае у меня фреза, слушайте, не соврать бы, наверное, пулька, но это не точно, как всегда. В общем, с красной насечкой, пузатенькая и остренькая на кончике. Очень легко ей было проработать. Еще раз говорю, фрезы у меня попадаются те, которые попадаются в наборах. Тут никогда не угадаешь, какие тебе соберут, потому что собираю их не я. У нас есть специальные люди в салоне, которые этим занимаются. Но они, к сожалению, не умеют делать маникюр, иногда бывают сюрпризы. Ну, а мы, в свою очередь, всегда тренируемся и учимся тому, что хороший мастер делает маникюр чем угодно. Вот мы и делаем чем угодно. Но на самом деле ничем угодно. Фрезы хорошие, инструменты все хорошие. Все классно. Ссылки, как всегда, оставлю. Отслойку на этом пальце видела, я потом ее запилила. Просто когда работаешь на камеру, не все получается уловить. Но отслоечку я сняла, так что за это не переживайте. Наши ноготки готовы, и теперь я перехожу к опилу. Как таковую длину убирать мы не будем, потому что она нас устраивает, но, конечно же, нам нужно подобрать форму немножечко, упилить, все это дело поправить. Пользуюсь пилкой на вспененной основе. Это одноразовые файлы, которые наклеиваются. Ссылочку также оставлю на всякие там эти пилки, на всякие пушеры, и на всю вот эту дребедень, которой я обычно работаю. Опилили форму, сняли толщину с торцов, с боковых, и дальше переходим к замесу геля. У меня тут есть два геля от Adri Coco и от Emos Pro прозрачка. И я решила намешать что-то такое средненькое. Сначала хотела мешать на палитре, как видите. Как на палитре. Это бумажка от наклейки из ленты, которую мне дети дали. Удобные, кстати. А потом поняла, что прозрачки в баночке осталось очень мало, и все это собрала обратно. Потому что мне хотелось сделать такой нежный вуалевый гель, и, конечно, добавить туда чего-нибудь блестящего, чтобы радоваться жизни. У меня остались всякие ненужные старые втирочки. Вот одну я прям полностью туда вывалила. Это, кстати, отличный лайфхак для тех, у кого много всяких блесточек, штучек, а вы чем-то, может быть, не пользуетесь, потому что купили новые. И вот чтобы это все добро не пропадало, можно вот так вот делать замесы. Если гель густоват, вы можете совершенно спокойно, без зазрения совести, разбавить его, предположим, базой. В моем случае я разбавляла вот таким вот полупрозрачно-розовым, потому что эти гели тоже что-то у меня стоят, такой цвет клиенты не выбирают.
а я его вот замешиваю, и получается классная адская смесь. Конечно, на втирках я не остановлюсь, хотя уже красиво, но у меня были классные штучки, такие блестящие палочки, которые я тоже решила заметить. Да, я их заметила в шкафу, а потом решила их замесить. Ну, Алена не Алена, если не заговорится. Ну, а вы что хотели? Вы попробуйте 12 минут и 42 секунды разговаривать без перерыва. Я на вас тоже посмотрю, как вы будете заговариваться. Ну, в общем, вот, готов наш замес. Вот такие гели я использовала. Ну, наш фирменный знак от Вероники, когда она ставит мне сердечко. Ну, и теперь посмотрим. У нас на указательном пальце была отслойка. Я ее сняла, как видите, там провал. И вот в данном случае я использую такой небольшой лайфхак, ну, по-русски говоря, хитрость. В общем, я заполняю гелем вот это пространство и просушиваю отдельно для того, чтобы восстановить архитектуру. Кстати говоря, до нанесения геля уже была база и праймер. Изнутри пока это выглядит вот так, мы чуть позже это будем выпиливать. Остальные ногти я уже выровняла. Вот такая вот нижнятина. Ну, а наш бракованный пока досушился, теперь я на него стандартно выкладываю гель. Все как положено. У меня синтетическая кисть, слушайте, 3 или 4. Точно не вспомню. От торговой марки тоже не вспомню, к сожалению. Вот так вот грустно все. Правда, не помню, что-то я давно и работаю. Но тоже или MS Pro, или кто-то еще. Ну, в общем, кисточка классная. Надо будет как-нибудь на досуге ее посмотреть, что там за фирма. После того, как мы выложили весь гель, все это дело просушили, немного дорабатываем пилкой. И вот сейчас самое время пройтись изнутри. Я изнутри выпиливаю после выкладки геля. Мне так нравится больше, все делают по-разному. Я работаю по такой схеме. Но это не значит, что она единственная верная. У меня маленькая, миленькая фреза твердосплавная. По-моему, она была с красной насечкой, но это не точно. В общем, это малышка-зверь, реально. Она выпиливает и не забивается. Очень крутая фреза, тоже на нее оставлю ссылочку. Все обезжирили, проверяем, все ли чисто, нет ли нигде пыли. Ну и дальше самое тяжелое, нам нужно выбрать цвет. У меня вот есть такие красавчики, и очень сильно хочется неонов и чего-то яркого. В общем, из неоновой коллекции мы выбрали вот такие вот цвета, потому что было настроение цвета единорога, как это ни странно. Поэтому я подготавливаю оттенки и сейчас буду творить очень простой и эффектный дизайн. В общем, мораль всей басни такова. Берем любую кисть, не очень тонкую, так удобнее, почти что плоскую, и рисуем полосочки в произвольном порядке, а дальше другой кисточкой, смоченной в спирте, в моем случае, либо в каком-нибудь обезжиривателе, начинаем размывать. Мы создаем эффект акварели. Такие размытые линии. И главная фишечка здесь состоит в том, что размывать нужно только с одной стороны. То есть одна сторона остается у нас четко прорисованная, а другую сторону мы размываем. И, конечно, размывать лучше в разные стороны, навстречу друг другу, чтобы это не выглядело, ну, не знаю, машинно или шаблонно. Полоски ставим по-разному, в разном количестве и на разных ногтях. И получается у нас такая розовая розовость. Как видите, у нас там есть еще синий, но он слишком яркий, поэтому его мы замешивали с белым немножечко для того, чтобы это все дело разбавить. Получился такой красивый ярко-голубой. Вот, вы, кстати, знали, что в неоновых коллекциях синий никогда не бывает неоновым, потому что, ну, его просто не бывает, там что-то с этим пигментом. Я в этом прям так круто не разбираюсь, как некоторые мастера. Но, в общем, синий, как бы вы ни старались, неоновый вы не найдете. Самый яркий синий, который у вас будет, это глубокий витражный. Ну, ладно, сейчас не об этом. Но, кстати говоря, когда вот белого добавляешь, он как-то поярче становится, поприятнее. Но это чисто по мне. Хотя, может быть, кто-то добавил бы неразбавленный синий. Ну и не забываем, каждый слой каждого цвета мы обязательно просушиваем. Дальше в произвольной технике, как говорит Устина и Маша, если вы знаете этих девчонок, а вы их точно знаете, типа техника трясущейся руки. Ну, когда ты просто мажешь как попало, и, короче, такие белые полосочки. Тоже их размываем. Дальше мы подумали, а не взять ли нам блески, не добавить ли. Но моей клиентке не понравились ни эти, поэтому мы все стерли. И это абсолютно нормальное явление, когда клиент хочу то, ой, не хочу, я передумала. Ну, это часто бывает, и я к этому отношусь спокойно. Ну, попробовали, ну, намазали, ну, стерли, ничего страшного. Дальше выбрали вот такой топ с блестками. Ну, я считаю, что он не с блестками, точнее, он с втиркой. В общем, он круто нам приглушил весь наш дизайн и сделал его максимально нежным. Но из прошлого раза мы еще присмотрели очень крупный декор.
Видимо, теперь мы его всегда будем делать. И начинаем установку. Снова ставим все на полигель. Правда, в этот раз у меня попался розовый полигель с блестками, но я подумала, что ничего страшного, потому что у нас и так все розовое и с блестками, так что никто не заметит подмены. Честное слово, просто было, я не помню, то ли неохота, то ли не успевала. В общем, не дошла я до прозрачного полигеля, но это не критично, потому что все получилось круто, декор крупный, красивый, все это блестит, и, в общем, я так довольна результатом. И вообще мне начинают нравиться вот эти вот дома на ногтях строить. Я потом, наверное, докачусь до американцев, которые туда черти что закатывают. Как говорится, не исключено. Ну, в общем, устанавливаем все, что нас интересует, просушиваем также частями, то есть я просушила первые элементы, дальше доложила снова полигель, сушу оставшиеся элементы. Использую полигель, потому что мои стразы крупные и конусные, они просто не будут держаться именно в момент крепления там, на базе или еще на чем-то. Если нет полигеля, берете базу, замешиваете с акриловой пудрой до густоты полигеля, и все это дело у вас тоже будет прекрасно держаться. Ну а дальше я беру прозрачную базу, потому что у меня в планах установка бульонок золотых, в этот раз крупных, хотя можно было, наверное, и с мелкими смешать, но, в общем, у меня так пошло. Смысл этой манипуляции заключается в том, чтобы заполнить любые места, любое пространство, где можно будет потом этим ногтем зацепиться, то есть чтобы там ни при мытье волос, там, ни при, не знаю, там, использовании колготок капроновых, в общем, чтобы ничего не пошло не по плану. В общем, протыкиваем все, что не нравится, все, что не так стоит и не так лежит. Обильно смачиваю все это дело базой, везде, чтобы это было залито. И в итоге конструкция должна просто получиться цельной, такой, ну, собранной, понимаете? И потом вот ее фиг отдерешь. Вы видели, как носилась предыдущая инкрустация. Да, я знаю, что я показывала крепление страз на клей Космофен, но это я использую тогда, когда у меня стразы с плоским дном, а не вот такие вот огромные элементы. То есть это просто разные дизайны и разные техники применяются. Хотя вполне возможно, что и в этой ситуации можно использовать Космофен, но просто мне сподручнее был полигель. Вот такая вот красота у нас получилась. Изнутри я также тонко прошлась, чем я прошлась, топом, наверное, да, логично. Я прошлась топом, и вот наш итоговый результат. К сожалению, у меня в салоне очень темно, и выглядит все это синюшно. И просто я каждый раз фотографирую и расстраиваюсь. Но какие бы лайтбоксы и осветительные приборы я не покупала, фоточки всегда очень грустные. Люблю лето, потому что можно фотографировать на улице, и тогда цвет кожи получается классный. А это я своей рукой помогаю правильно поставить руку. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.